Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво. И если вы любите точно так же, как и я, готовить, то вы на правильном канале. Но еще мы готовим с вами бюджетно, и все мои рецепты интернациональные. Я обязательно адаптирую под нас, под тех людей, которые родились в бывшем Советском Союзе или Восточной Европе. Дорогие мои, сегодня я хочу вместе с вами сделать совершенно потрясающие пирожные, которые едят в Дании. У нас скоро будет праздник, который называется Фестелаун. Фестелаун, чтобы вы понимали, это то же самое, что Масленица в Восточной Европе. Только мы с вами ели блины, а в королевстве Дании кушаются разные булочки, булочки с разной начинкой. И у меня уже было записано одно видео, наверное, года 3 тому назад. Тоже потрясающий рецепт. Я обязательно дам ссылочку на эти прекрасные пирожные. Но сегодня мы с вами сделаем еще один рецепт, который будет просто-напросто без муки. И этот рецепт подходит для тех, кто на кето-питании или на низкоуглеводном питании, или для тех, которые просто-напросто на стадии снижения веса или закрепления веса. Насчет Фестелаун. Что это такое? Фестелаун в Дании празднуется, это карнавал. Это огромный праздник во всей Дании. Его отмечают как на улицах, так в садиках, детских садиках, да, в ясельках, в школах. То есть все детки обязательно переодеваются. Кто как выглядит, у кого какой костюм. Кто-то там Бэтмен, кто-то кусок пиццы, кто-то какой-то там, я не знаю, сосиска в тесте, все что угодно, кто-то Пиппи Лангстром, говорю, помните, да, Пиппи нашу, вот то же самое. То есть все разные костюмы с косичками, без косичек, в масках и так далее. И все детки собираются обязательно, если это детский сад, например, то в этот день пекутся вот эти самые булочки, но булочки пекутся, естественно, по обыкновенному рецепту, не такому, который я вам сейчас преподнесу, а такой, который не всем можно сказать. Обыкновенные булки с каким-то там кремом внутри и с шоколадом и так далее. И потом детки, когда собираются вот выреженные в эти костюмы, они обязательно должны разбить бочку. Эти бочки тоже продаются абсолютно везде, во всех супермаркетах больших. И такая большая палка какая-то, я не знаю, как это называется, знаете, бейсбол, какая-то штука, да. И вот детки по очереди становятся и начинают пытаться эту бочку разбить. И тот, кто разбивает эту бочку, то оттуда высыпаются различные конфеты, и он победитель. Ему дают какой-то этому ребенку приз. И, естественно, потом все празднуют, отмечают победителя и получают вот эту вот булочку вкусную с чашкой молока или какао, или что-то. В общем, весь день вот такой вот в празднике. И скоро этот праздник приближается. Поэтому сейчас мы с вами будем делать эти самые великолепные плюшки, булочки, пирожные. Идемте. Для нашего сегодняшнего рецепта нам с вами понадобится 2 миски для взбивания, миксер, противень, который я уже застелила пергаментом, пару силиконовых лопаток, венчик, опять же для взбивания, маленькое полотенце и из продуктов питания немножко растительного масла, немного сахарозаменителя, 7 яичных белков, 3 столовые ложки такие хорошие протеина, абсолютно любой, у меня какой-то соевый, 1 столовая ложка с горкой сухого молока. Молоко у меня тоже обезжиренное. И для начинки я взяла столовую ложку Филадельфии, 200 грамм у меня вот такого пудинга шоколадного, который вообще там ни сахара нет, ни жира, я не знаю, из чего он сделан, но очень-очень полезный, там 20 грамм белка на эту порцию. И 250 грамм протертого творожка, у нас он называется кварк. Также мы добавим чайную ложечку разрыхлителя, немножечко соли,
ванилин. И для присыпания наших кондитерских изделий мы возьмем немножко кунжутного семени. И я взяла также немножко кокосовой стружки. Ну, начинаем процесс приготовления. Мы должны с вами взбить белки со щепоткой соли. И все это мы должны с вами взбить до таких, знаете, высоких пиков. Белки я покупаю сразу. Вот видите, они уже отделенные. У нас здесь 7 штучек. На упаковочке такие тоже деления имеются, которые вы можете также легко отследить, сколько вы добавляете белков. Ну, это так, практический совет для того, чтобы не выбрасывать желтки. Я покупаю уже просто-напросто белочки. Теперь мы это все, повторюсь, взбиваем, пошумим немножко до такой густой пены. Вот видите, какой консистенции наши белки должны быть. Вот они такие густые и ничего не падает. Отставляем миксер в сторону и теперь аккуратненько добавляем остальные компоненты. У меня здесь ванилин, который даст великолепный запах нашим пирожным, разрыхлитель, сухое молоко и протеин. Теперь аккуратненько снизу вверх мы перемешиваем все добавленные сухие компоненты. Не спеша, вот так вот аккуратненько, чтобы пена не осела и все перемешалось вместе. Я чуть не забыла добавить немножечко подсластителя. Добавляю и продолжаю вымешивать. Вот такая, смотрите, у нас с вами получилась великолепная консистенция. И теперь мы ложечкой будем выкладывать все это на противень. Противень давайте вспрыснем немножко маслом на всякий случай. И теперь с помощью 2 ложек я буду выкладывать наши пирожные. Здесь у меня получилось 9 штук. Смотрите, какие они все уже красивенькие. Давайте их немного присыпем кунжутом. Так. И кокосовой стружкой. Это по желанию. Что вы любите? Можете орешками присыпать какими-нибудь. Ну вот, я присыпаю этим кунжутом и кокосом. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. И теперь буквально на 15 минут мы отправляем наши будущие пирожные выпекаться. Пока наши пирожные а-ля булочки выпекаются, мы с вами давайте сделаем крем. Я отправляю кварк, побольше мисочку. И сюда же мы выкладываем Филадельфию. Она у меня совершенно натуральная, поэтому чуть-чуть добавим по вкусу, опять же, подсластитель, как вы любите. И теперь все это хорошенечко перемешаем до однородной массы. У меня есть рецепт тоже таких вот пирожных, похожих, да, куда я добавляла вместо подсластителя пюре из груши или яблок. Это я тоже очень и очень практикую. То есть я просто-напросто каждую осень делаю вот такое пюре, замораживаю его, и оно великолепно сочетается со всеми десертами. Наш нежнейший крем, вот он такой получился, видите, такой прям вкусненький, сладенький, приятненький. Вот это сочетание мягкого творожка и Филадельфии без добавок разных очень и очень хорошо подходит для крема. Ну а на вторую порцию пирожных я взяла обыкновенный вот такой вот пудинг, о котором я уже говорила. Сейчас я вам его
как обещала, покажу. Вот так вот он выглядит. То есть написано, что он без сахара и протеиновый. То есть полезный. Тут углеводов практически нету, сахара нету. И он похож на шоколад. Те, которые скучают за шоколадом, всегда могу посоветовать именно такую покупать. Прошло ровно 15 минут, и смотрите, какие у меня прекрасные получились пироженки. Так, здесь у меня получается 9 штук, и еще на втором противне у меня еще 4. Сейчас мы должны им дать немножечко остыть, и будем наполнять их кремом. Наши пирожные уже остыли, и мы теперь можем их наполнять кремом. Смотрите, слышите, какие они хрустящие получились. Пахнут чудесно. Разрезаем пироженка и кладем немножко крема по желанию. Если вы любите побольше, можете побольше класть. И первое у нас готово. Теперь второе наполним шоколадом. Вот так вот. Какая красота! И то же самое проделываем со всеми остальными пироженками. Теперь самое время выложить наши пирожные на тарелку. Ну и встретимся на моей кухне. И вот что у нас сегодня получилось. Та-дам! Фотографию, конечно же, поставлю в уголочке. Смотрите просто. 2 начинки, да. Вы видели, я взяла шоколадный какой-то пудинг, который очень полезный. И вообще там в нем ничего нет. Я не знаю. Удивительно, но такое бывает. Шоколад здесь. Я не очень люблю шоколад. Но вот эта творожная начинка, ребята, это так вкусно. И эти пироженки, посмотрите, они такие нежненькие. Вот прям я не знаю, какой взять из них. Вот. Посмотрите, они хрустящие сверху. Пахнут совершенно изумительно. Ой, я поставлю, с вашего позволения. Вот так вот. Нежнейшее пирожное. Вот просто, вот вы знаете, если вы дадите такое пирожное своим гостям, они никогда в жизни не догадаются, что оно полезное и в нем вообще нет муки. Вы представляете, это белковое пирожное, которое обалденно пахнет, хрустящее, вот стучу, слышите, нет? Очень жаль, что я не могу передать вот этот вот и вкус, и наслаждение, и радость от такого вот пирожного. Так что, дорогие мои, обязательно сделайте этот рецепт. И не бойтесь экспериментировать. Как я уже говорила, у меня года 3 тому назад были такие же пироженки, но там тоже рецепт был совершенно другим. Обалденный рецепт, вкусно, красиво. Там тоже был топпинг из шоколада, который там, не помню, 85%, по-моему, делала. Вот, но этот, вот честное слово, даже если это не фестелаун, и если это не масленица, как я говорю, да, а если это вообще просто-напросто у вас гость на пороге, или вы куда-то идете, вы всегда можете сделать это пирожное, и оно всем очень и очень понравится. Так что, дорогие мои, попробуйте, и потом обязательно оставьте свой комментарий, насколько хорошо и вкусно вам было. И с чистой совестью вы могли выпить чашечку чая или кофе и поделиться этим рецептом с вашими друзьями. Ну и, конечно же, большое вам спасибо за то, что вас у меня становится все больше и больше, за то, что вы оставляете свои комментарии, рецепты. Спасибо вам за это. И до новых встреч, до новых полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!